Приветствую, друзья! Развивая идеи, заложенные в наушниках TA3, компании ТРН был добавлен еще один ровно такой же арматурный излучатель NOS 33518. Сам форм-фактор приобрел полуоткрытую конструкцию. До 20 Ом увеличился импеданс и слегка уменьшилась чувствительность, которая теперь составляет всего 105 дБ. Но главное не в этом. Важно, что в ТРН наконец-то довели до ума настройку АЧХ, из-за чего TA4 это уже совсем другие наушники, хотя и бесспорно с общими корнями. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники среднего размера коробки с указанием используемой в них системы излучателей, где задействовано целых два динамика на 10,6 мм с мембраной из бериллия и титана и тоже два фирменных арматурных якоря 33518. В комплект нам положили документацию, пару пенок и два набора силиконовых амбушюр. Причем получившие популярность прозрачные насадки теперь представлены во всех трех размерах, собственно, как и классические черные. Жаль только, что они маломерки. Кабель же тут тот самый витой со сменными штекерами всех популярных видов, вилочными QDC-коннекторами 0,78 мм и сопротивлением на каждый из жил равным 0,25 Ома. Пользуюсь такими на постоянной основе, и за их цену это, конечно, просто превосходное качество. То есть в TA4 мне пришлось заменить только насадки. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного пластика, сквозь который легко угадываются все заявленные производителем излучатели. С внутренней стороны находим целых два компенсационных отверстия, по одному на каждый динамик, и среднего размера металлический звуковод. С внешней же части привычная всем металлическая крышка, но на этот раз с множеством отверстий, которые, собственно, и обеспечивают полуоткрытость конструкции. К слову, наружу звук не особо просачивается, как и вам в них внешний шум особо не помешает. Смотрится модель приятно, сидит удобно, так что и в этом плане все просто отлично. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие всего 0,5%, что очень достойно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 79 и 99 миллисекунд без каких-либо существенных возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 6 дБ с правильным таким заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один хорошо акцентированный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем на прозрачных амбушюрах от него значительно больше эффекта, чем на черных. Далее нам подсветили частоты 13,5 и 16 кГц, чтобы как можно дальше продлить различные высокочастотные резонансы. В сравнении с третьей версией здесь, как видите, изменили характер подъема на средних частотах, уменьшили резонансный пик, а также слегка обезопасили область, где находятся сибилянты и другие паразитные частоты. Суммарно график получился крайне неплохой, со всеми ключевыми элементами и не такой яркий, как Harman или кривая диффузного поля. Лично меня в нем все устраивает. На слух же звучание героев обзора мне очень напомнило те самые DeFi от компании Knowledge Zenith, с поправкой, естественно, на открытость конструкции, из-за которой, кстати, низкие частоты хотя и ощущаются, но далеко не в полной мере. Хотя то и понятно, поскольку здесь они проходят насквозь и, если сравнивать на графиках, имеют ослабление на самой нижней своей части. Ну и на фоне DeFi у TA4 присутствует так называемое утоньшение на всей верхней половине спектра. Арматура хотя и дает отличное разрешение атаки, но в плане массы, увы, не способна тягаться с динамиком. Поэтому у Knowledge Zenith верха очевидно жирнее, насыщеннее, но не такие четкие, ощутимые, так прижаты по уровню, что, как видно на графиках, происходит в том числе из-за разницы АЧХ.
Ну и протяженные такие высокие частоты всегда прекрасно гармонируют с открытостью конструкции, поскольку она добавляет воздуха, естественности и убирает различные паразитные акценты. Тут же пик на 8 кГц здесь чувствуется как легкий акцент, который придает звучанию небольшой искристости. В закрытом же корпусе такой нюанс был бы более заметен и неминуемо приводил к агрессии. Если сравнить TA4 с TA3, то, как видим, настройка у них практически не отличается, за исключением, конечно, высоких частот, куда хотя и добавили еще один драйвер, но по амплитуде их хорошо так прибрали. То есть звук на верхах стал чуточку жирнее и гораздо спокойнее. Все остальное, исходя из идентичности графиков и излучателей, нам оставили в первозданном виде. Еще раз оговорюсь относительно полуоткрытой конструкции, которая, естественно, имеет кардинальное значение в восприятии музыки. Звучит новое поколение намного интереснее, объемнее и чище, без лишней резкости на верхах и ваты на низких частотах. Бас тут достаточно быстрый, текстурный, я бы даже сказал прозрачный, хотя и на слух он не сказать, что выделяется. К однородности звучания, вообще говоря, у меня тоже нет вопросов. Зазор между излучателями в глаза не бросается, а сама подача имеет смягченный такой приближенный к аналоговому характер. Но, как я уже сказал, на фоне чистого динамика чувствуется, что высокие частоты звучат точнее и не такие весомые, как бас. То есть, в принципе, все здесь в порядке, но если нужно докопаться, то сделать это получится. Сравнение с другими имеющимися у меня наушниками, вообще говоря, бессмысленны. Симгод EV200 звучат гораздо четче и собраннее. КЗ AS24 выше уровнем по каждому из пунктов, а КЗ EDXS, хотя и резче, но дают несколько перенасыщенную картинку. Куда важнее, на мой взгляд, обозначить их высокую требовательность к производительности источника. В этом они выступают в один уровень с уже упомянутыми KZ DeFi. То есть без внешнего усилителя раскрыть TA4 у вас вряд ли получится. Я бы рекомендовал хотя бы 60 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. С точки зрения окраса или стилистики я каких-то особенностей в них не заметил. Они сами по себе наделены легким уклоном в теплоту, но с сохранением нейтральности. То есть звук хотя и смягчен, однако без усиления сочности и выразительности. Такой вот интересный баланс получился у производителя. Эмоций тоже ровно столько, сколько заложено в композицию. Придраться в этом плане почти нереально, так как все на своих местах и всего, вообще говоря, достаточно. А следовательно и в плане жанров не будет дуальности. Задора хватит и для рока с металлом, и для джаза с оркестровыми записями. Относительно прорисовки эшелона в глубину все тоже достойно, хотя за счет открытой конструкции иногда бывало ощущение, что они слишком уж близко расположены друг относительно друга. Впрочем, при этом они были прекрасно разделены и прорисованы. И итогом гибридные четырехдрайверные наушники TRN TA4 удобно сидят. Кабель в комплект положили отличный. Наконец-то прозрачные амбушюры стали прикладывать разных размеров, но и открытость конструкции добавляет модели эдакой искристости и натуральности в восприятии материала. Звучат же герои обзора нейтрально, но с легким аналоговым смягчением. На басах здесь особого упора не делается, само музыкальное полотно более-менее цельная, а подача слаженная. Ну и, конечно, отдельно хочется отметить протяженные неплохого качества верха. Если бы не требовательность к мощности источника, была бы эта модель просто конфеткой. А так к ним лучше приобрести внешний ЦАП или хотя бы усилитель для наушников. В целом мне TA4 понравились, но настраивали их явно не для взрыва эмоций и тотального погружения в материал. Тут больше властвует вдумчивое прослушивание и анализ. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники TRN TA4. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!